Приветствую всех любителей велосипедов. Сейчас зима, многие интернет-магазины делают скидки, ну и поэтому решил поделиться своим мнением о вот такой сумочке подседельной. Такая сумочка была у меня нарульная, но там недостаток один получился, поэтому я приобрел вот такую еще прошлой весной. Сезон откатал. И что я хочу вам сказать. Очень мне нравится. Во-первых, видите, вот такой задний маячок. Если еще раз нажать, он просто светится. Еще раз тухнет. Крепится с помощью вот таких вот ремешков. И сейчас трошки расшаталась. Немного тут есть такие вот направляющие, не направляющие, как она, механизм, который держится, вот направляющий. Только расшатался немножко, надо будет подтянуть. Сама, тут я напхал все, что захотел. Вот такого она формата. Сейчас, секундочку. Покажу поближе. Вот сумка выглядит поближе. Вот, тут этот карман мало нагрузил, а этот больше. Маленькие карманчики. Да, всякая мелочь. Тут у меня ножик, зажигалка, лейкопластырь, пару стяжек. То есть кармашки быстрого доступа. Так, кончик дождевик, клей, еще один, наждачка. То есть туалетную бумагу можно положить. В общем, кто сюда просто напхал так. Так, насос. Это чехол, это не от седла чехол, а это от передней сумки. Так, на всякий случай. Пригодится. В общем, нагрузил все, что хотел. Размеры меня очень устраивают. Здесь. Так, небольшой мультитул. Запасной петух. Так, ключ для спиц. Так, запасной замочек. Ну и цепь. Знаю, что можно было не таскать всего, но просто для объема. Так, тут запасная камера. Здесь. Латочки клеить колеса. Так, а тут что такое? Лопатки металлические. Металлические лопаточки. Так, тут кулечков больше объем занимает. В общем, вот такого она объема, довольно вместительная. Есть еще здесь такие кармашки. То есть, если люди не будут сюда напихивать, можно что-то сюда, припустим, ножик положить. Видите, как он занимает довольно скромное место. То есть, по желанию, есть вот еще один, не знаю, тоже сеточка такая вот, тоже кармашек открывается. Что сюда ложить? Можно сюда, в принципе, вот, например, лейкопластырь положить, да? Вот так. То есть уже от самого зависит хозяина, как ее использовать и что туда напихивать. Мне главное, почему я приобрел именно такую. Насос. Проблема с насосом
что не было куда насос. Поэтому, а он сюда отлично помещается, видите, еще место там вагон. То есть можно сзади что-то положить сначала, а потом. То есть правильная укладка, он более компактной будет. Так, поближе. Сейчас эта штучка снимается, кнопочка. Здесь, видите, светодиодик должен быть. А, кнопочка, вот, видите, красный светодиод. Это рассеиватель. Там стоит, как он забылся, называется, батарейка. Как-то я до нее добирался. Стоп. В общем, там стоит батарейка, на что ставит материнскую плату в компьютер. Знаете, там 20-35, по-моему, называется. То есть маленький. Ну, 2 часа, не 2 часа, где-то 2 раза по полчаса, по 40 минут я катался с фонарем. Ну, как видите, еще работает. Так, ну попробуем сложить это все назад. Тоже занимает время, поэтому я поставлю на паузу. Так, вот. Сложил все обратно. Секундочку, подержать неудобно. Цепляется с помощью вот такого, видите, механизм прикрученный. Вставляем направляющие рельсы, вот. О. И все. А тут фиксируем ленточками. Довольно легко снимается и очень надежно цепляется. Я почему отказался от обычной сумочки? Ну, скажем так, катаюсь с ребятами. В общем, где можно только проехать. Конечно, в песок и в грязь я не лезу, а грунтовые дороги. И вот тряска, и часто обычная сумочка из этих рельс, или как они называются, просто выпадает и висит на самой вот этой пояске. А здесь два этих пояска плюс механизм сидит довольно жестко, никуда не девается, плюс объем и еще. Поскольку я начинающий, так сказать, каталец, а у всех начинающих, как правило, проблема воды. Приобрел 2 бутылки по 800 миллилитров. Ну, как только начинал, не хватало буквально километров 15-20. Вот бутылка. А в этой сумочке есть вот возможность еще 2 бутылки взять. Ну, конечно, у кого, кто катает давно и кто худощавого телосложения, то, наверное, будет, может, нормально. У меня немножко, скажем так, целлюлитные ляжки касаются вот этой бутылки, ну, когда едешь, то есть не совсем удобно. Может быть потом, а может и не нужно будет. Ну, в любом случае, то есть заехать куда-то в магазин, купить еще 2 бутылки и положить сюда можно вполне. Сюда влазит литровая бутылка, пластиковая, обычная. Ну, а так, я туда набросал всякой мелочевки, которая иногда нужна. Так-то, где-то так. Ну, туалетную бумагу выложил. А так-то обычно здесь туалетная бумага. И в пакетике в целлофановом немножко неудобно. Ага. Попала на сеточка или что-то. Не вижу, куда застегивать. В общем, мне эта сумочка очень нравится. Во-первых, батарейки сами небольшие. Конечно, не знаю, насколько хватит в режиме подсветки или моргания. Но я вообще-то ночами почти не езжу. То есть обычно доезжаешь вечером, уже включил. То есть, если что, даже можно сюда бросить пару маленьких этих батареек. Так,
на всякий случай с собой возить. В общем, такая сумочка, довольно вместительная и хорошо держится. Я доволен. Не помню, честно говоря, сколько стоит. Это поищите у китайцев, там можно найти гораздо дешевле. Тем более зима, не к спеху. Придет через пару месяцев, будет гораздо дешевле, чем покупать в наших интернет-магазинах. Ну, в общем, пока все. Катайтесь. Счастливо всем.